Короче, надо тезисно. Что не так с автомобилем? Когда машину глушишь, коробка начинает калиброваться. нормально. Есть длинная калибровка, есть короткая калибровка. Ага. У меня, значит, что происходит? Как они калибруются, я приблизительно на слух помню. Но бывает, выключаю зажигание, начинается калибровка, доходит до определенного момента, и он как-то вот калибрует, но такое ощущение, что калибровка не проходит. Так скажу, что если нет никаких ошибок после этого, то хуй надо забить. Если ошибок нет, значит ничего не... Ну, значит, все в порядке. Значит, проблема в чем-то другом. Потом в итоге не говоришь, что, типа, калибровка прошла успешно, и, типа, все хорошо. Или она прошла неуспешно, и все плохо. То есть он просто в итоге что-то сделал зачем-то. Что зачем, хер его знает. То есть, ну, нет никакого отчета. По факту получается то, что когда слушаешь калибровку, когда машина нормально в конце работы, коробка калибруется, то почему-то работает она нормально. А вот первый показатель, что чего-то жди, или что-то будет не так, это вот когда вот эти калибровки происходят недолжным образом. Может быть, это и так, не буду спорить. Может быть, это и связано. Но из наблюдений, не так давно вот была машина, буквально дня 3 назад, там калибровка проходила, то короткая, то длинная, и это не было связано с ее итоговой неисправностью. А итоговая неисправность была в блоке управления коробкой, который стоял на коробке. Блок управления, который стоит на коробке. Да. То есть он не мог включить передачу. Как это выражалось? Когда едем, он там, допустим, вторую включил, там, допустим, включил третью, и когда переходит на четвертую, это ощутимо. То есть он как будто ее пытается воткнуть, но ему как будто силы не хватает. Он не дает достаточно тока на сервопривод, чтобы включить передачу. И при этом он не выдавал никаких ошибок. И калибровку эту проходил, и там все щелкало. И коротко, и длинно, и по-разному. А по факту коробка вообще не работала. То есть, ну, ты выезжаешь, она вообще не работает. И ошибок никаких не выдает. Как вот, ну, к чему вот это все? В этом плане вообще непонятно все. Тут, да, тут как бы не всегда это, короче, показатель. Может быть и да. Может быть проблема скрытая, а ты ее, короче, никак не увидишь. Я эту проблему смог увидеть только благодаря тому, что у меня блок был другой, более-менее исправный. Он там тоже с дефектом, но... Блок на коробке. Да. Я вот туда закинул, и машина начала переключаться. И все стало хорошо. Есть у меня и блок, и электромоторы вон лежат. И педаль газа новую я купил уже оригинально в Пензе. Успел урвать. Но в итоге этот человек нашел где-то блок, купил его, привез, поставил и все, уехал. Естественно, педалька проходит успешно. Плавно, без рывков, 0 до 100%. Дорожная скорость 30 раз загоралась. Ошибка. Это что такое? Это когда блок управления кабиной не видит сигнал скорости по какой-то причине. Сроки не показывает когда? У меня датчик скорости год назад. Показывает 04.10.2035 года. Время сбито. Но датчик скорости у меня, провод были по нему ошибки. Но год назад я там поменял провод, фишку с проводом поставил. Там сказали место вероятного обрыва. Просто привезли провода, фишку поставил, и как бы эта ошибка прошла. У тебя работает круиз-контроль на ходу? Да, но он пропадает иногда. Так, у тебя тут не стояла система с радарами? Стояла, из-за нее и чек горит. То есть, получается, блок этот сняли, и круиз-контроля не было. А потом круиз-контроль мне поставили. Ну, он работает, но работает как базовый. Вот другая фишка. Там получается 8,8 16, из них 3 заглушено, 13. Вот 13 пинов зеленых. Сверху я ее помыл, но иголочками тыкал, чтобы вытащить пин из фишки, у меня не получилось. Ключей у меня нету. Боюсь, что сверху я почистил, а там, где пин крепится на провод, что там, скорее всего, все зеленое. Но это вот чисто мои соображения. И вот сейчас под сиденьем еще есть 8 проводов. Фишка, вот она тоже была зеленая. Вот я только связываю вот с этими проводами. Короче, какая-то проблема с контактом. Покажи эту фишку, открой. В общем, тайна покрыта мраком, но мы будем пытаться понять, что с ней не так. Как говорится, тезисно, короче, у машины, как я понял, основная проблема — это она, короче, 9-10 включает с ударом. Ну, тут надо разбираться, конечно, надо на ходу смотреть, как это происходит и что в этот момент происходит. И какая-то проблема с тягой. Я так понял, что она то реагирует на педаль нормально, то ненормально. По диагностике сразу скажу, что педаль работает, все как бы с виду хорошо, исправно. Ну, мы еще не запускали двигатель, надо будет, конечно, запустить и тоже диагностику еще доделать. Первично пока вообще ничего не понятно, ничего не видно, никаких проблем явных прям вот нету. Будем смотреть. По
покажи, что там с ней. Я думаю, что стандартная проблема. Ну вот она, вот это. Это фишка, которая, да, отвечает как раз за Data-Link, за этот. А где они были-то, зеленые-то? Короче, вот здесь зелень была. Ага. Ну, если честно, как бы так точно прям не помню. И пины были зеленые, то есть брызгал, там у меня много приблуд вот этих. Брызгал электро кисточкой просто, ну, их мыл. Ну, в общем, после разъединения и брызгания вот этой фишки начинается должная работа. Как только день-полтора дня проходит, появляется геморрой. Все понял. Фишка с виду живая, залита, конечно, какой-то маслянистой Ну, это ерундой. этот вот брызгал ВДшкой, Нельзя. потом этот. Короче, смотри, сейчас объясню, почему нельзя брызгать на контакты ВДшкой с целью, ну, их промыть, да, там, и обезопасить. Короче, ВДшка, она создает масляную пленку, потому что это все-таки смазка, ну, первично. Она ухудшает контакт. Ее можно использовать, чтобы что-то отмыть, но потом ее тоже надо смыть. Продувал. Продувать бесполезно. Значит, либо использовать специальные очистители контактов на основе изопропилового спирта. Состава нету. Тут написано именно, да, очиститель. Ну, это, скорее всего, на основе... Ну, это изопропиловый спирт, нормальная тема. Ну вот, в основном я пользовался как бы ей, но тут у меня так этот... Есть еще. Mission Sealer. Это изоляция. Изоляцию создает. Сверху, наверное. Да, тут даже написано прямо сразу большими буквами. Этим нельзя брызгать. В разъеме нельзя. Ну, это диэлектрика для силовых проводов. Вон в магазин в обычный заходишь, берешь самый простой. Вот, типа, да, такого. Это Хайгир. Вот, видишь? Предназначен для эффективной очистки от жировой и оксидной пленки. Вот это то, что нужно. Можем, знаешь, как сделать? Чтобы все подряд пины не вытаскивать, потому что смысла нет. Вытащим только те, которые отвечают за связь. То есть за связь у нас отвечают провода желтый и зеленый. Вот их видно, зеленый отсюда видно, желтый он там чуть-чуть тоже. Педаль газа торчит. Это желтый-зеленый. Вот он, желтый и зеленый. Так. Вот через них осуществляется управление двигателем. Горный тормоз. Тоже через них. Через эти два провода? Да, все через них. Все происходит через два провода управления двигателем. А остальные нахрен нужны? Ну, для питания там, на компьютер двигателя, на вентилятор, на клапан EPG, веб и подкачку, если она есть. Подкачку. Ну, они отдельно запитываются. На концевик холостого хода, на этот компрессор кондея, на контрольную лампочку генератора, ну и так далее. То есть они такие неважные. Самые важные вот эти два провода. Желтый и зеленый. Да, это и есть линия 1939. Ну вот то, что... А белый толстый это масса. Да, идет. Она идет на аккумуляторы и на блок управления двигателем. Но по большому счету вот этой информации у меня и не было, и никто, в общем... Это вообще элементарная информация. Я ее объясняю, когда там машина где-то встала в дороге. То есть я говорю, там, что за что отвечает и что проверить. В общем и целом, что мы можем сделать сейчас? Можем сделать проверку этих проводов. Вскроем разъем по просьбе, посмотрим состояние пинов и с той и с этой стороны. И прозвоним провода от фишки от компьютера. Можем даже взять прямо вообще с компьютера фишку снять. То есть они в итоге, эти провода, они через там разъем идут в итоге в компьютер. Можем снять фишку с компьютера и вызвонить их, например, до блока управления кабиной. Ну, то есть туда до предохранителей. Миш, а то, что, короче, то идеально работает, то выносит мозг. Вот это проблема более сложная к поиску, и ее надо, конечно, ловить. А если если сейчас пины снять, вот эти желтый-зеленый, посмотреть, как пин крепится к проводу. Просто я все-таки боюсь, что вот там... Плохой контакт. Да. Но крепятся они элементарно. Заводские пины, они припаиваются. Скоро игла отвалится от таких движений. Я пока выполняю первую просьбу, как оказалось, самую сложную. Что сделать специнструмент на концах, чтобы такие эти засечечки, и он ими держит и не отпускает эту ерунду, и она вытаскивается. Вот, а вытаскиваются пины вообще элементарно. Там пластиковый фиксатор, туда вот так суешь иголку. Но при этом надо создать небольшое натяжение на проводнике, который к пину прикреплен. И вот фиксатор пластиковый отжимаем. Ну, они позеленевшие, да. Вот. И пин вытащен. Все. Не в идеальном состоянии. Ну, значит, да, но здесь, кстати, они не припаяны. Здесь просто обжаты. Ну вот я боялся за то, что они здесь на месте соединения пина с проводом, что проблема. Ну вот нижний, желтый, по-моему. Нет, желтый тоже верхний. Нас интересует вот это вот. Вот это вот. Вот эти, да, видишь, они тут
И то как бы не сильно. Но это они прополасканные. Чуть-чуть подкисшие. Это вот провод, да, это линия связи вот с щитком приборов, ну, который я говорил, и диагностика. 400-401. И вот, да, один провод, вон он там, он такой подзеленевший. Но мы его тоже вытащим и посмотрим чуть попозже. Сейчас этот провод можно вот так вот его выделить отсюда. Его легче было туда обратно засунуть. Вставляем, перевытаскиваем нижний. Вот там язычок пластиковый. Вот его отгибаешь. Вот так. Оп, все. Вытащил. Нормально. Ну, то есть он, конечно, зелененький, но не так, что прям вообще все плохо. Да, их вот этот вот серый фиксатор, обрати внимание на конструкцию. Видишь, вот это вот. Оно туда между ними встает и не дает им расцепиться. Местами вот как раз переключение с 10 на 9 передачи, даже когда пустая поровно идет, Так. раз потихоньку скидываешь, она доходит до оборотов, на которых должна переключиться, и она переключается по-разному. То нормально, то есть происходит рывок какой-то. Ну, это странно, конечно. Я боюсь, что это вот как раз из-за этих проводов. Да, вполне может быть. Ну, то есть, вообще легко. Когда есть какие-то глюки по связи, то, ну, так как через эти провода это все управляется, конечно, оно может и, ну, в остальном тоже глючить. В общем и целом, всегда тогда все проблемы начинаются от мойки, короче, с контактами, как говорится. Это когда человек, ладно, там чуть-чуть понимает, да, он там не будет на разъемы, ну, давить туда керхером. А представь, если человек, который не понимает в этом ничего, как говорится, низкоквалифицированный мойщик, который моет там только снаружи корпуса, подойдет, начнет мыть двигатель, он же будет там в этих разъемах эти соринки пытаться отмыть. И представь, вот этим лютым давлением он туда и в компьютер надавит, и в эти все разъемы, короче, вообще, ну, всему алис. Короче, это пиздец. Поэтому, да, ну, под капотку, ну, я вот не рекомендовал бы мыть керхером, вот вообще никому. Что мы вообще делаем так, чтобы было понятно? Мы мимо разъема, так как пины гнилые, пинов таких у нас нету, соединяем провода напрямую. Мимо разъема, короче. Вообще все разъемы сейчас вскроем и посмотрим, в каком они состоянии. Потому что тут, я так понял, проблема в основном связи между ЭБУ двигателя, ЭБУ коробки, ЭБУ кабины. То есть где-то там она, эта проблема. Будем ее как-то решать таким вот образом радикальным. Да, кстати, кембрики надо закрывать феном. Я закрываю их открытым пламенем, так делать нельзя. Но если очень хочется, то можно. Ну, то есть есть же, у всего есть свое назначение, инструкция, как этим пользоваться. Можно и вверх ногами, да, там что-то делать, а можно там, ну, снять и перевернуть. Провода, то, что откусываешь, такие чистые, нормальные? Да. Не черные? Нет, еще живые. Я обратил внимание на это, когда откусывал. Типа к Мише. Я говорю, к Мише ты хрен прорвешься, его поймать проблема. Он это для вас проблема. Ну, я, конечно, с трудом верил, что все срастется, если честно быть. Да. Как бы я... Бывает, что берусь за разную работу. Так мы напишем: Владимир из Тамбова оптимист. Нет, просто... Мои предположения... Это правильно, да. А Михаил все подтверждает, так что... Я просто по принципу этот клиент всегда прав, ну как бы... Да-да-да. Не, ну что, сейчас работа сделается, результат будет, а дальше уже выводы, они сами за себя. Хотя, наверное, вот эти проблемы с машиной самые неприятные, когда что-то работает, а потом что-то не работает. Потом ну, типа, да, то не работает. То работает, то не работает. Это как анекдот, два гаишника едут в машине. Один на другого. Ты, говорит, выглянь, смотри, у нас мигалка работает, тот выглядывает. Работает, не работает, работает. Да-да-да. Туда эти провода идут в итоге. А потом еще вот туда. То есть тут получается раз разъем, два разъем, три разъем и четвертый на компьютере. Ну, здесь тоже какая-то жидкость была для промывки. Тоже мыло все водой. Ага. Аудиокабель, что ли, по-моему. Вот весь он полопавшись. Но это EPL, это связь между верхним и нижним блоком. И экран оторван. Экран должен быть соединен. ПВХ-изолента, что ли, блядь, или что это? Ну, это тоже влияет на работу. И как раз вот эти провода потрескавшиеся. Ну, кусочек провода-то можно заменить, который там этот попортился, допустим. Экран тогда просто это, ну, эту жилу тоже восстановить и все. Наверное, так сделаем. Эффективно приспособа работает, да? Высокочастотная история, да, там, она передает какие-то данные, и могут быть наводки с соседних проводов. Тем более там есть также соседние высокочастотные провода. И чтобы наводок уменьшить их количество, экранируют провод. Но, в принципе, надо запустить, наверное. Пусть. Заводим? Да-да-да, запускай.
Миш, а там что, все-таки этот провод, его лучше сделать будет? Там он уже сделан. Кто-то уже напрямую бросил его. Так, а что тогда я собираюсь, тогда мне прокатнуться надо? Ну, можно, да. Это Но странно. мне не нравится, как мотор работает. Компрессия в третьем цилиндре чуть-чуть снижена, в остальных нормально. 60 пробег после капремонта. По звуку он вроде адекватно сжимает. То есть вот как вот он крутит сейчас, нету проскоков. Потому что я много их слышал, как они крутят. И на сжатие, чувствуется, что они примерно одинаково работают. Нету прям именно какого-то прям просаженного цилиндра. Тест на компрессию он проходит. Короче, первый, второй цилиндр у тебя форсунки показывают, что неисправны. Я делаю сброс балансировки. Несколько секунд первые он начинает трястись. Это показатель того, что форсунки работают некорректно. То есть вот прям сразу. Когда форсунки работают корректно, и ты делаешь сброс, и там что-то типа глючит, и он там как-то их отбалансировал криво, то обычно мотор не троит. То есть здесь он начинает чуть потряхиваться. Короче, регулировку форсунок, тем более они здесь регулируются, по-моему, преднатягом. Это же тоже надо уметь делать. Так, ладно, сейчас зайдем опять в коробку. Ну, ты просто, Миша, все что мои опасения? То, что вижу, то говорю. То есть у меня нету там Правильно. По факту. Я надеюсь, что я говорю все правильно. Ну, по крайней мере, просто то, что я думаю, ты, скажем так, высказываешь то, что ты видишь. Так, здесь стоит Shift Point 200 стандарт. Обычно стандарт стоит 1800. Наверное, он это и менял. Поставим тогда Default 1800. Это каким оборотом он будет стремиться при переключении? Он сейчас у меня скидывает обороты на 700 оборотов. И переключает передачу сам. А на ручке он дает переключиться на 1400 оборотов. На механику, когда перевожу. А нельзя сделать на автомате на 1000, а на ручке оставить так же, чтобы он 1400. Так не сделает. Нет. Да? Я тебе могу поставить вот другой режим работы вообще, в принципе, коробки. То есть он будет переключаться вообще на других оборотах. Ты можешь съездить, заодно потестить, как тебе это понравится или нет. Вот, и вот еще что. Функция через передачу. Это на всех программах возможно или нет? Да, на всех настройках, но это в ручном режиме только. Да. Дотягиваешь до 1000, 2 раза на кнопку нажимаешь и через передачу. Да. Вот у Руслана не получается вот эта штука. Я понял, значит, у него что-то не так с мощностью, может быть, с какими-то настройками. Но Руслан понял про какого. Фред у него, ты ему там делал, но он там по Фреду доволен, просто он мне сказал, говорит, Миша, поговори, если можно сделать. Так, что, я могу пробовать их? Да, да. Резюмируем, что мы сделали. Подозрительные контакты вырезали, то есть под капотом у нас там разъем, через который проходит линия 1939 и 1708, которая используется для диагностики и управления двигателем. Мы выполнили соединение напрямую, минуя разъем. Далее то же самое сделали на разъеме, который идет в сторону коробки, так называемая линия EPL, которая обеспечивает связь верхнего модуля с нижним. Здесь коробка и тенфуллер, 10-ступенчатый автомат, роботизированный с педалью сцепления. И сделали диагностику комплексно, поменяли кое-какие параметры по круизу, отключили автоматический останов двигателя на холостом ходу. Также была ошибка по адаптивному круиз-контролю, которая здесь уже давно-давно отсутствует. Его тоже отключили, чтобы не было ошибок. Ну и поменяли параметры коробки, то есть режим ее работы, как она переключает передачи, в каких диапазонах. Ты сейчас человек поедет тестировать, и смотреть, понравится ли ему этот режим или нет. Если что, как говорится, откатим назад. В принципе, и все. То есть теоретически, то есть эти действия должны были привести к устранению хотя бы части проблем, да, то есть там к потере связи, там с педалью акселератора, там с датчиком скорости. Там много ошибок всяких разных загоралось, которые как бы говорили о том, что какая-то есть проблема со связью. Вот. А там посмотрим, как говорится, проблема плавающая, поэтому ее искать надо только так, методом исключения. Исключаем то, исключаем это. Вообще, если честно, я бы на его месте еще бы один режим попробовал, но он хочет все вернуть назад, значит вернем назад. Смотри, просто я эту всю тему тоже проходил, это же у меня все одно и то же. Поэтому там есть, 3 режима, именно отличных от стандартного. Обычно я либо этот, либо еще второй использую. Вот я могу сейчас его... Можно я тебе сейчас объясню, ты просто меня поймешь. Я бы тебе просто его поставил бы, можно было бы проехаться и посмотреть. И можете второй сейчас, встать. Можно я объясню? Ну. Смотри, ситуация программ, которая у меня была, и твоя программа, они, в принципе, по оборотам, по переключению приблизительно одинаковые. Но тогда, когда идешь в подъем, на механику переходишь,
то та программа, вот которую мы последнюю поставили, она переключает на 1300. Раньше она не дает переключить. А то, что у меня было, она давала на 1400 переключить. У тебя есть такая программа, которая на механике раньше даст переключить? Вряд ли. Это же все стандартное. Есть вот там стандартные настройки. Вот сейчас вот есть еще вот эта настройка. Я бы рекомендовал бы ее попробовать. Просто мне прокатнуться, мне грубо километр надо, и я бы тебе сказал, она не она. Не, все, вот этот, тот геморрой, короче. Ну вот как она говорила, то хорошо, то плохо. Но сейчас плохо не было ни разу. Вот тут фу. Это еще не показатель. Вот это короче, вот то, что старая программа базовая, и то, что нужно с тралом. Все понравилось. Так, все тогда, ладно? Миш, я просто боюсь слазить. Ну да, не будем, как говорится, загадывать. По факту. Как, Миш, как ну, есть, так вообще, есть. в целом, более чем. Понял. Ну, Спасибо. Все, удачи. Удачи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, короче, получилось настроить, как вот человек и хотел. То есть там хотел, чтобы он передачи давал, переключать на определенных оборотах. Там на 1400, что-то такое он хотел. И при этом, чтобы коробка автомат могла в автоматическом режиме закидывать обороты чуть дальше. В принципе, получилось, все заработало. На самом деле, я уже так делал под этот двигатель настройку, поэтому ну вот Smart Shift это коробка, там есть определенная настройка. Для некоторых машин, не для всех, то есть это, ну, для некоторых задач она подходит.